Давайте-ка лучше о Майами. Вы пока немножко здесь полежите. Я отшпионил его полностью, и вот мой доклад вам и товарищу Путину, комрады. Намного шире и чище, и не воняет саниной. Я вышел из этого техноклуба, там было запрещено снимать, познакомился с какими-то бразильянками. Они разговаривают по-испански, я вообще ничего не понимаю. Я переезжаю на Саус-Бич. Тушка выцепила каких-то черных ребят, сношающихся не так далеко. Такого формата клуба я видел только в Берлине и Москве. Привет, друзья! Сегодня снимаю на Sony, потому что моя маленькая камера, похоже, почила окончательно. И скажите мне потом, как тут звук. А я погряз в подготовке тонны новых штук. Как только я выпустил майку, мне стало скучно. Я решил, что без полного лука вообще не дело. Поэтому скоро, тьфу-тьфу-тьфу, так, надо об дерево постучать. Ждите очень горячие, дикие костюмы, кофты, новые майки, новые футболки, штаны, леггинсы, топики, купальники, шорты, шторы, одеяла, ковры, магнитики на холодильнике. Только часть из этого правда. Еще протестировал чехлы, понял, что хочу 10-й iPhone, но, как всегда, решил ждать 11-й. Чехлы, кстати, еще есть на сайте какие-то, можете заресерчить. В целом весна более-менее неплохая, много дел, правильный режим питания, спорт, но как-то все равно периодически хандра накатывает. В предыдущие такие периоды я бросался мерить тестостерон, он всегда оказывался на пике, поэтому сейчас меня уже проскакивает, я уже больше знаю про нейромедиаторы. Идея померить серотонин. Оказывается, что его тоже где-то измеряют. Но это в следующий раз. Ну, или не в следующий, но точно не в этом. Давайте-ка лучше о Майами. Хуйня влезть. Oh, by the way, we wanted to shoot in this hole. Do they have cameras here? They probably do. Мы продолжим с этого момента. One second. Вы пока немножко здесь полежите. Я пробую снимать видео, но если вы будете мешать, я вас уберу. Don't play down like that. Just be a bit, yeah. And really slow go down. Окей, ребят, посмотрели, и хватит с вас. Я пока что поснимаю без этой камеры в кадре. Итак, огромный испаноязычный мегаполис юго-восточного побережья. Летел туда на неделю, в итоге сбился со счету, сколько раз я поменял билеты на следующую. Я отшпионил его полностью, и вот мой доклад вам и товарищу Путину, комрады. Как я уже сказал в прошлом влоге, первое, что бросается в уши, это повсеместный испанский и иногда португальский языки. Это обусловлено историей и географией штата. Флорида является ближайшей точкой, до которой десятилетиями пытались доплыть не очень желающие голодать в коммунизме кубинцы. Приличный кусок кубинской культуры посвящен этим 90 милям. Этим 90 милям. Как-то так. Говорят, что там даже акулы более охочи до человеческого мяса. Потому что традиционно на этом участке моря гибло очень много народу. И есть даже какой-то фильм про то, как очередная группа на плоте из говна и палок пыталась перебраться через этот пролив. И у какой-то девушки начались месячные. А акулы чувствуют кровь за 100-500 километров. Ну и там пошла жара. Перебираясь, кубинцы оставались по большей части в Майами. Компанию им составляли беженцы из Центральной и Южной Америки. 75% населения говорит на испанском, поэтому всем нассать. Некоторые при этом практически не знают английского. У нас тоже есть похожие регионы, не правда ли? Меня иногда просто вымораживало, когда дорогое такси или довольно дорогой завтрак в кафе сопровождался полным отсутствием понимания английского языка в Соединенных Штатах Америки. При этом люди не испытывают никакого дискомфорта от осознания того, что не могут принять заказ, не могут с тобой объясниться. Им как бы похер. Весь город говорит на испанском, поэтому нам похер. Это было долгое путешествие, но дети с нетерпением ждут завтрашнего концерта.
Тоже происходило с работниками многих отелей, международного аэропорта. Это просто какой-то пиздец. Мы думаем всегда, что у нас русские авось и тяп-ляп, но южные народы, они во многом похожи на нас в этом плане. Не поймите меня неправильно, я не то чтобы претендую на то, чтобы меня всегда обслуживали по высшему разряду и вытирали мне жопу золотой салфеткой, но когда я из Москвы приезжаю, где могу поесть в кофехаусе за 1000 рублей, и попадаю в англоговорящую страну, в самую богатую страну в мире, с ценами в 3-4 раза выше за то же самое, где еще и на меня так поглядывают и смотрят, чтобы я 30% чаевых дал, как минимум. Я ожидаю, что все-таки люди будут хоть как-то стараться показать, что я не полное говно. Лос-Анджелес, конечно, как Сочи, но Майами тоже южный город. Чем же он отличается? Первое отличие. В Майами тоже очень много пальм, но все они толстые и низкие. Все время низкие и толстые. Это принципиально. Часто на улице валяются вот такие вот листочки размером с человека. Некоторые пальмы опадают и убивают людей, мне кажется, в таких случаях. Второе, что я сразу заметил, здесь гораздо чаще идут дожди. Ну, в смысле, даже бывает, что раз в день, особенно в определенные месяцы. Очевидно, здесь формируется гораздо более влажная погода, какие-то гигантские облака очень красивые вокруг всегда летают. И по ночам можно наблюдать просто жесточайшие грозы где-то в океане. Вот и сейчас начинается небольшой дождик, уже моросит. Надеюсь, что мы не застанем тропический ливень, пока я на улице. Хотя молнии были таких размеров, что можно ожидать чего угодно, любых размеров. Погода в Майами ближе к осени очень переменчивая. От тропического зноя до шторма может пройти 15 минут. И такие скачки порой происходят по нескольку раз в день. Прогнозы на всякий случай всегда показывают грозу, но по факту эти адские тучи покрывают только маленькие части мегаполиса. И я почти всегда наблюдал их где угодно, только не надо мной. Это не сраная однотонная серая пелена Москвы и не однородное голубое небо Лос-Анджелеса до горизонта. Когда сотни тонн воды поднимаются на километры, ты начинаешь обращать внимание на масштабы, на простор. Запускается абстрактное мышление. Похожее ощущение я испытывал в горах. Небо Майами стало моим любимым. At night was born to find mythical, so mystical, think what you like. You want it like here or up? I'm not sure. Right one. Right one. Not The left. right one up? Yes, yes. Arching? Yes. Look at your leg. Look at your, yeah, look there. Put your hands like that. Out this way? Yes. Друзья, новая батарейка, третья уже за сегодняшнюю ночь и утро. Поэтому много пропускаете, собственно, все садится, все время мы пьяные, не успеваем снимать. So, boomerang time. Что случается с теми, кто не платит за парковку? Вот у них такие здесь штуки. Надо позвонить и заплатить. Во Флориде или только в Майами? Is it only in Miami this crappy stuff with parking? Короче, очень сложно парковаться в Майами. Зато у них пустые улицы везде. Сегодня в Майами ожидается очень адская гроза. Вот уже идет большущее облако. В этом городе я успел пожить в 4 разных районах и посетить еще сколько-то. В самую первую ночь мы заехали дорого-богато в район Брикел. По сути, второй даунтаун с высокими стеклянными небоскребами. И отправились снимать ночью в самый бомжовый и криминальный район Винвуд. Каждый из них я еще не раз возвращался после, сегодня покажу куски этого. Потом я на какое-то время переехал в скучную, тихую, дорогую северную часть. По сути, отдельный город Форт Лордалдейл с богатыми белыми спальными районами, кучей яхт и какими-то странными отелями
Зацените отель. Есть такая дверь. Она вроде как замутняет и не видно толчка, но она не закрывается до конца. И самое интересное просто, вот край жопы будет видно здесь. А еще у этого душика здесь прозрачное просто окно в спальню. В Майами, походу, все отели не для стеснительных людей. Город во многом одноэтажный, но улицы намного шире и чище, и не воняет саниной. Таким образом, Майами для меня находится где-то между ужасным Лос-Анджелесом и прекрасным Нью-Йорком. Со своими какими-то особенностями, тем не менее, так называемый русский район в Нью-Йорке — это просто какое-то логово для беженцев Советского Союза, поэтому многим не нравится Брайтон. Что же касается здешнего русского района, он скорее похож на русский район в Дубае. Это район мажоров, каких-то чуваков, которые могут позволить себе квартиру за миллионы долларов. Так что рядом это не стояло. В каком бы городе я ни оказался, меня всегда пытаются отвезти в русский район с русским магазином. Почему-то я должен впечатлиться. Вот и сейчас я под русскую попсу смотрю на гречку и не чувствую никаких вот совершенно скреп. Sunny Isles. Русская гетто. Шутка. Так называемая маленькая Москва в Майами. Район новых дорогих небоскребов и превалирующего русскоязычного населения. Очень похоже на Марина-Бич в Дубае, потому что небоскребы находятся непосредственно на пляже. И там тоже живут богатые русские. Здесь все всех знают, и, как правило, когда человек из стран СНГ попадает в этот город и хочет остаться в этой стране, он пытается зацепиться за кого-то именно в этом районе. Если погуглить, то можно узнать, что у поразительного количества наших чиновников, звезд эстрады и общественных деятелей есть недвижимость в Sunny Isles. Благо, я там не задержался, и следующей моей базой стал Даунтаун. I won't listen to someone else. I don't need you to hold my hand. I don't care what we're doing. I don't say this to bring you down. I just need you to stick around. I'm just happy to kick around. I don't care what we're doing. Sweet words are supposed to say. Sweet words don't mean a thing. Что касается дизайна и архитектуры, то здесь надо дать должное все-таки. Восточное побережье в целом выигрывает у западного, хотя я не был в других городах западного побережья помимо Лос-Анджелеса. Я предполагаю, что в Сан-Франциско все намного лучше. Но пока вот у меня такой счет 2-0. Здесь даже у скамеечек бывают львы каменные. Город мне не показался намного меньше, чем Лос-Анджелес. Он тоже охуенно большой, в нем тоже есть проблемы с трафиком. Особенно в тех местах, где сейчас настраивают все новые и новые небоскребы, а с ценой на недвижку они их будут строить еще очень много. Здесь нет таких проблем с сейсмоактивностью. Ходить пешком, как и в Лос-Анджелесе, может показаться очень плохой идеей, потому что бомжи здесь такие же, как в Лос-Анджелесе, но чуть-чуть меньше, насколько я понял. Если ты не знаешь района, то можно пойти на прогулочку или на пробежку, и просто это превратится для вас в приключение по огибанию бомжей. Да, конечно, их не так много, но тут уж как угадаешь с районом. Мне кажется, страна маленьких членов, знаешь, раз такие огромные машины у всех. Это да. Синдром Наполеона или как они там говорят? Вот таких тачек здесь очень много. Таких не очень. Нет, там кто-то скинь, там Нормально. бомжа лежит. Что, пойдем? Нет, вот отсюда, смотри. Начинай рассказ про этот район. Мы слушаем. Я волнуюсь. Bueno, un placer. Igual. Pierina, ¿cómo es? Pierina. Pierina, tengo un amigo de la esposa de Venezuela. Зацените, какие ливни идут на востоке. Я их вижу, они в нескольких километрах отсюда, но
Никак они до меня не доберутся, все время проносят. Даунтаун. О нем особо нечего рассказывать, просто возьмите в фантазии Москву-Сити и умножьте на 10. Ирония в том, что он расположен в 10 минутах ходьбы от самого бомжового района Винвуда, чем я и воспользовался. Вы слышите, это петух кукарекает? В Майами пасутся курицы в парках, я не очень понял. Maybe a rose, my man. Spare donation for $1. Подарили мне розы. Я неправильная пчела. Я в компании девочек, наоборот, не покупаю розы и не даю подачки. А вот в одиночку мне не западло помогать бомжам. Да и жарко сейчас на самом деле. Плюс те ночные бомжи не хотели брать воду, они хотели только деньги. Это бомжи сушат свои вещи здесь. Вообще, как мне сказали, уже на следующий день это самый опасный район ночью в Майами. Днем здесь до хрена тачек запарковано. Так что отчасти прикольно, что мы приезжали ночью. Днем, кстати, здесь очень много копов, так что прям туристический район. Кажется, вот та заправка, на которой мы пытались покупать воду и убегали от бомжей. Вон и бомжи, кстати. Нашел это место, это самый край Винвуда. Днем здесь даже пустыннее, чем ночью, и туристы сюда не доходят. Опять встретил нашего друга. Он даже не скрывает, что деньги ему нужны для наркоты. Грустно, конечно, да. Но если грустить по поводу каждой птички умершей и собачки сбитой, то вся жизнь пройдет в грусти. Врум-врум. Этот чувак круги нарезает здесь. Винвуд – пристанище бомжей, наркоманов и артистов. Ну и туристов. Туристический поток в Майами не такой, как в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, он не такой международный. Сюда очень любят приезжать именно из Центральной и Южной Америки. Также здесь куча отдыхающих из более центральных штатов, из глубинки. Винвуд приятно удел не только визуальным искусством. Вечером там начинается совсем другая жизнь. Но не уверен, что это влезет в этот выпуск. Моя вечерняя вылазка в Винвуд принесла много приятных сюрпризов. Какое-то время я вяло огибал всякие латино-клубы, которые логично составляют основу клубной жизни Майами. Но внезапно наткнулся на аж 2 места с дипхаусом. В обоих было запрещено снимать, но, ребят, я честно будто снова оказался ненадолго в Москве. Вы помните, наверное, как я обсирал клубы в Лос-Анджелесе с их дебильным хип-хопом и одной сомнительной самкой на 100 бучар. Здесь же и музыка, и девушки оказались неожиданно клевыми. И я снова поменял билеты. Вечером в Винвуде вот так вот. Мы тогда приехали сразу после того, как закрыли клубы. Я вышел из этого техноклуба, там было запрещено снимать, познакомился с какими-то бразильянками, и они нашли чувака с питоном. Vanessa! Vane! Oh my God.
la serpiente esa. Let me show you on iPhone, yeah? 1, 2, 3. Wait, you got money? I got some money, yeah. Меня бразильянки потащили в стриптиз-клуб. Я не знаю, что там делать, но попробую поехать. Ночь еще только начинается, 2 часа утра всего, и вот такая история. Правый я напоил очень жестко. Итак, ребят, следующий этап. Мы выбрались из стриптиз-клуба и едем за пиццей. Одна девушка отделилась. Она поехала с теми парнями. Они ей очень понравились. Или один из них. Ванесса и Рэйчел. Рэйчел, кстати, ирландка. Едут с нами. It's interesting that Russian. Pueden sentarse para yo poder. Sí, por favor, gracias. Did you order a pizza? Yeah. One, yeah? Yeah, chorizo and cheese. Okay. Can I order one more? Yeah? Quiero otra. Они разговаривают по-испански, вообще ничего не понимаю. Lo viste hielo y pizza. О, щит. Ребят, мы все это сожрем. Это 5000 калорий. Ay, mamá. Spanish. How do you say good? Tiene salsa caliente. 5 часов утра. Bread allergy. Junk food. Поспал 2 часа, выселяюсь из Хилтона и еду в СЛС. Ненавижу собирать этот сраный портфель. Хотя я проебал майку с алукардом, так что объем теперь уменьшился. Ну и 3 носка. Живем. Здесь есть бомжовые авокадо, а есть какие-то огромные мажорные авокадо, в 2 раза дороже. Бананы зеленые и желтые. Вообще не понимаю, в чем прикол. Зеленые какие-то плоские. Есть еще желтые маленькие и зеленые типа средние какие-то. Они очень хуево чистятся. Мне неудобно идти и жрать его. Не заметил такого в даунтауне, но вот в Бриколе, где очень много небоскребов, возможно, в Нью-Йорке такая же хуйня. Очень неудобно ходить пешком. То есть, не то чтобы, знаете, неудобно, потому что большие расстояния. Но вот я вышел погулять, хочу пройти там 5 километров. И каждые 20 метров я должен стоять на ебучем светофоре по несколько минут. Это реально не пешеходный район. В даунтауне было попроще, но там тоже было очень много дорог, просто я игнорировал светофоры, потому что там было мало машин. В Майами очень много людей бегает. В любое время суток я все время вижу бегающих людей. Здесь не знаю почему. Это прикольно. Здесь, конечно, очень жарко для этого, и я не представляю себе, как можно вообще кайф от этого испытывать. Видимо, это тренд. Клевый лифт. Довольно необычно видеть такой мегаполис, намного выше и круче Лос-Анджелеса, и понимать, что он напичкан просто кубинцами, мексиканцами и пуэрториканцами. То есть, все-таки, знаете, не от менталитета зависит благополучие народа, а от того, в какие рамки его загонят. Все здесь довольно цивилизованно, очень чисто, все заебись. Сегодня я уже должен был уезжать в Лос-Анджелес, но решил еще на недельку задержаться в Майами. Эта неделя будет немножко другая. Я переезжаю на Саус-Бич. Отели там попроще, зато совершенно другая атмосфера. Дима мне сказал, что если ты живешь в Майами не на Саус-Бич, то это тупо обычная Америка. Саус-Бич это совершенно другая зона, типа с другими какими-то людьми и событиями. Прощаемся с пафосом. Едем в молодежный центр. So this boat is the only access to Russian island here? Yeah. You get the
you can enter the boat. But why don't Russians want to live? Is it more expensive or less expensive there? Yeah, it's a little expensive. Русские имеют здесь отдельный островок мажорный какой-то. Туда можно попасть только на этой лодке. Okay, it's the only access route to the island. Can you tell something about, like, I don't know? Well, this Muscle Beach, free for all. You can find amazing people here, super friendly. You can learn, you can teach if you know something. You can have fun, you can meet people with the same interests. It's amazing. Cool. Just if you're in Miami, come here to work out. You will have fun for sure. Короче, встретил подписчика своего. Thanks. Спасибо. Залипал я на спортзал, и ко мне подошел чувак, сказал, что он подписчик. Ага, только он стартанул-то с ног. I buy Gretzka, I blend it, I make flour out of it. Okay. And then I add some eggs, almond milk, chocolate. Oh, chocolate makes it worthless. Cocoa and chocolate powder. Make some pancake milk. Okay. Peanut butter. Best breakfast. Чувак делает блины из гречки. Окей, let's meet you after. Такой у нас доступ к фитнес-комнате. Ну, вы поняли. Здесь получилось сделать только разведение на дельты, жим гантелей от скамьи и подъемы передними дельтами. Кажется, с такими нагрузками. Причем здесь очень слабенькие гантельки, 25 фунтов, это типа меньше 12 килограмм, около 10. Думаю, что скоро я всю свою массу растеряю, стану довольно худым чуваком. Не успел пройти 30 метров, зашел в CVS за едой вообще зашел, но там ее не было готовой. Как мне написала еще одна русская девчонка, которая здесь же меня тоже увидела, в соседнем ресторане работает. Короче, как-то много здесь моих подписчиков на самом деле, больше, чем в Лос-Анджелесе на квадратный метр. Вот зашел поесть. Здесь какие-то адские коктейли литровые подают. Только что сидели девчонки, пили на троих такой. Вот эту вот хреновину буду сейчас есть. Я так понимаю, что это самая вредная штука, которую за все время здесь съел. Просто варилась в масле, походу. What's the point if you hate time? Careful love, careful love. What's the point with a love makes you hate time? Careful. Самая дисциплинированная собака, которую я видел. Просто лежит и ждет, пока я дам ей игру. И на кошку похоже. Немножко докачал дельты и сиськи, встретил Джоанна, Люкуана и его Колли. И иду в Starbucks, который здесь, в километре отсюда, найти нормальный чай хоть раз за день. Приходится пробираться через толпу, которая стоит на полулице или лицезреет какого-то транса. Саус-Бич чем-то напоминает Лас-Вегас. Это такая тусовочная, вечно отдыхающая зона, куда все американцы стремятся попасть, чтобы побухать здесь. И поэтому здесь и в будни, и в небудни всегда бухают и тусят люди. И наслаждаются тупым дешевым отдыхом. Дешевым в плане усилий, но не средств. Саус-Бич — это, наверное, самая известная часть Майами. Знаменитый пляж с плохенькими барами, где всегда царит праздник. Весной его разносят студенты, а остальное время года туристы. Давайте включим немножко педанта. И как и любое место, разбавленное одноразовыми туристами, Саус-Бич не может похвастаться хорошим сервисом или адекватными ценами. Какое-то пойло здесь пытаются продавать в каждом баре за баснословные деньги в ведроподобных бокалах. Это, в свою очередь, позволяет вытрясти из туристов еще больше денег. При этом район очень популярен почему-то у черных, как местных, так и туристов, приезжающих. А они народ горячий, так что в Саус-Бич постоянно что-то происходит. Ну и музыка, соответственно, почти 100% латино. Я застрял там довольно надолго, зато до меня снова успел доехать Кристал.
И мы распечатали ночной Саус-Бич своей голой съемкой. Друзья, выбрались на короткую вылазку на пляж. Камера запотела, потому что в комнате холодно и здесь влажно и тепло. Идем в ночи снимать нудятину. Strange. На дизелях стоят такие фонари, чтобы освещать темные участки. На них написано «Полиция». Первый раз захожу на пляж. Живу здесь 3-й день. Думали мы поснимать ночи на пляже, но моя вспышка выцепила каких-то черных ребят, сношающихся не так далеко, и мы поняли на самом деле, что пляж ночью довольно забит людьми. Look at me, like with one eye. Bend your leg more, yeah. One eye. Okay. Can you be more? Not so much. Дима Билан. Короче, как обычно, пришли зеваки и не хотят съебываться. А мы хотим поснимать Диму Билана, прыгающего в воде. Итак, черное семейство ушло, мы можем продолжать. Yeah, I'm ready. This sand gets really, it washes really quick. Так, ready. Минутная съемка закончилась, мы сняли довольно эффективно несколько кадров, обогнули несколько совокупляющихся пар и возвращаемся домой. Мне кажется, на пляже ночью трахается больше людей, чем в отелях береговой линии, учитывая их цены. Дожили. Наконец-то дождь идет на Саус-Бич. Меня потихонечку намачивает. Я надеюсь, что пройдут километр до Старбакса в целости и сухости. Вот эта штука нас накрыла. Кстати, опасные штуки, я думал, их отрывают здесь. Они вот прям висят над тротуарчиком. Мне птичка напела, что несколько человек в год в Майами умирает от кокосов. Чуваки, я заболел. Пятница в Майами. Я один, я на Саус-Бич, и я заболел. Сопли горло. Как-то проносило меня в Москве. Да, в принципе, не проносило. Я сам шел к тому, чтобы не болеть, в принципе. Но здесь я въебал каски, кондей на ночь.
И вуаля. Отправился в местную аптеку за противовирусным. И самое актуальное сейчас для меня не допустить развития стрептококков в гландах. Потому что я уже говорил, что у меня ангина довольно быстро начинается. И это уже будет полная жопа. Всякие вирусные гриппы и ОРВИ, они за день могут пройти. Но сраные стрептококки, если начнут развиваться в гландах, это полный пиздец может быть. Температура, осложнение на сердце, на суставы. Какие-то антисептики для горла взять, что ли. Кодеин. Я не нашел здесь кодеина, нашел такую штуку, и все остальные это отхаркивающие. Ну, это более-менее вроде можно полечить горло пару дней. Если нет, пойду к врачу. Зацените, какая жизнь на горизонте. Если сегодня это нас накроет, будет веселее, чем вчера. Суббота ночь, я выбрался все-таки посмотреть, что происходит на Саут-Бич. Я немножко ушатанный, я не выздоровел за 2 суток, ну, как ни странно, да? По крайней мере, у меня вроде как нет температуры, у меня почти не болит горло, у меня почти не течет нос, но я бы дал где-то процентов, наверное, 60 от болезни сейчас. Пока что я прошел мимо клуба с латино, я ненавижу латино, и я туда не пошел. Туда стояла где-то получасовая очередь, спасибо, нет. В целом я уже в будни изучал здешний набор клубов, и, честно говоря, по музыке мне ничего не понравилось. Хотелось бы вот что-нибудь такое, что я нашел тогда на Винвуде, прям с дипхаусом, заебись. Там были девчонки, заебись. Все там было заебись. Но до него пиздошь отсюда просто очень далеко. Во-первых, во-вторых, Саут-Бич считается типа такой центром тусы, и отсюда валить сейчас на Винвуд как-то кажется странно. Хотя, ну если тут одно говно, то почему бы и нет. В целом даже вопрос музыки не сильно принципиален, потому что я все равно не танцую. А девчонки здесь теоретически, девчонки, должны быть тоже прикольные, потому что это туристическое место какое-то, Майами. Здесь все и старомладцы со всего США съезжают туристы. Ну и плюс Мексика, там, короче, все испаноговорящие сюда едут. Поэтому теоретически можно пойти на компромисс со своим вкусом и послушать какой-нибудь ебучий рэп или, боже упаси, латино. Например, вот как там. Прошел я уже полмили по Саут-Бич, и пока все, что я вижу, ассоциируется у меня с такими иностранными словами, как frustrated и devastated. Может быть, моя болезнь вносит вклад, но я будто бы чувствую от этого только веселость какую-то. Ведь, как вы знаете, эндорфины, которые выделяются при болезни, делают вас немножко пьяными. Никогда не заказывал в эту часть Саут-Бич. Здесь большие отели и гораздо больше народу, нету ресторанов на пол тротуара. Как жалось бы, намного больше клубов. Интересно. Решил заехать в бар на крыше одного отеля. Мне показала одна девочка, я здесь уже не снимал, не знаю, что тут будет. Вот такая здесь картина. Тишина и пустота. Что делать? Я еще по тигру, сучка, я целый день пил чай. И я просто теку, я устал, хочу любви и спать. Спать пока не очень, на самом деле. Какие-то дамы в нарядных платьях шастают туда-сюда, но я все никак не могу понять, где здесь тусы, куда они идут по этому тротуару. Я сейчас нахожусь чуть-чуть выше по Саут-Бич, выше 15-й улицы, где все эти ебучие рестораны перекрывают половину тротуара, и где невозможно развернуться. У меня ощущение, что на нижнем Саут-Бич больше тусуют черные. Вот судя по тому, что я вижу и видел на протяжении той недели, что там жил. Ну что ж, вернемся в нашу альма-матер. Послушаем немножко латино и рэпчино. Короче, братва, вы все видели. Здесь слишком много старых, слишком много детей, слишком много толстых. Здесь туристическая зона. Пожалуй, я поеду на Винвуд. Посмотрите на этот пиздец. Они даже не могут пройти. Вот мой отель. Я не могу пройти 20 метров сраных. Но смотрите, это очередь в тот клуб с латино. Кстати говоря, о сервисе.
Вот как работает открывание моего окна. А вон и очередь. Пиздос, все дилеры меня зазывают. Что за хуйня? Я что, похож на бибоса, что ли? Итак, теперь мы наконец-то добрались до клубной сферы Майами. Я уже немножко ее касался, но здесь более глубокий ресерч. И как же искать хорошие техно- и дип-хаус вечеринки в неизвестном городе? Ну, для начала тебе нужно знать хотя бы одну. И там уже ты начинаешь спрашивать у местных. Как вы помните, я уже открыл для себя пару таких мест. У одного на Винвуде даже не было названия. И ребята оттуда рассказали мне о других местах. Оттуда я направился в клуб, который назывался Don't Sit on Furniture. Не сиди на мебели. И я к своему просто теплу душевному обнаружил место в лучших московских традициях. Пустынная улица, неприметная дверь. Только свои знают, что это за дверь. И только когда ты как-то туда специально стучишь, тебя пускают. А внутри, оказывается, цветастый, очень крутой, очень теплый, душевный, красивый клуб с очень крутой музыкой, очень красивыми девчонками, там тоже нельзя снимать. Половина туса оттуда собиралась на Burning Man, они же мне посоветовали поехать в следующее место. Так что я собрал самых сильных, и мы отправились в Space. Друзья, 5 утра, я вышел из клуба, который называется «Не сиди на мебели», и мне что-то захотелось еще посмотреть, что здесь есть. И ребята, которые обсуждали, как они поедут на Burning Man и будут жрать грибы, сказали, что есть такое место Space, самое известное место в Лос-Анджелесе. И оно до сих пор работает, как прямо в Москве. Можно попробовать посмотреть, что там происходит. Здесь пусто. Наверное, есть какой-то другой танцпол. Такого в Америке я не встречал пока нигде. Огромный техно-клуб. Несколько танцполов и достойная музыка. Такого формата клуба я видел только в Берлине и Москве. Правда, там уже все было немножко похоже с девчонками, ну и время-то на самом деле позднее, они слабенькие. Но музыка очень и очень зашла. Короче, клубная сфера города меня очень приятно удивила. Это добавило много баллов моему рейтингу города. Потому что до этого я верил, что там только латино играет везде. Несмотря на кажущиеся деревенские недостатки, город оказался намного ближе к европейским каким-то стандартам, ценностям, трендам, почти как Нью-Йорк. Тем грустнее было снова возвращаться в новый Лос-Анджелес, но оттуда мы должны были отправиться на Бёрн. О нем в следующий раз.